Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершили установку печи камина Амур угловой от компании Мета. Установили мы эту печь в деревянном доме щитовом. Печь установлена у нас в углу. Задние стенки у нас закрыты декоративным минеритом, нечихой, плиты под кирпичик с вентиляционным зазором через керамические втулочки. И вторым слоем у нас идет обычный минерит по пожарной безопасности. Заизолировали мы две стены до самого потолка. Дымоход у нас выполнен из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. Дымоход Теплов и Сухов, сокращенно ТИС. Производитель его город Пермь, Россия. Нержавейка зеркальная, блестящая. Очень качественные дымоходы, идеально стыкуются. Проходит по всем ГОСТам, по всем сертификатам. Имеет сертификат качества. Труба у нас вышла через крышу. Крыша у нас мягкая кровля. Установили мы проходной узел через крышу с изоляцией. Что касается самой печи, модель достаточно компактная, мощность ее 9 киловатт, площадь обогрева порядка 90 квадратных метров. Модель идет с витрокерамическим термостойким стеклом в виде призматики. Мы ее предварительно прожгли на улице, сейчас мы топить ее не будем. Чугунный колосник внутри находится. Дополнительно печь внутри оборудована футированно-шамотным кирпичом. То есть это дает дополнительно защиту стенок от прогорания. Плюс сама печь конвекционного типа, работает как конвектор, двойные стенки печи, то есть она сильно не выжигает кислород в помещении, работает как конвектор, в течение часа помещение обогревается и здесь уже тепло. Боковые стенки идут из керамической плитки. Плитку можно всегда снять, поменять на какой-то более другой цвет. В данном варианте у нас вот такая вот красивая плитка заводская идет. Нижняя часть печи имеет вот такую нишу. Здесь можно закладывать дрова, чтобы они подсыхали, и на вторую протопку шли уже сухие дрова. Зольный ящик в этой печи вытаскивается. Плюс полностью он съемный. Плюс дополнительно здесь идет подача кислорода через сквозняковую решетку. При разжигании открывается зольный ящик, открывается заслоночка, вот это обязательно открывается шибер. Плюс в этой модели есть обдув стекла. Стекло меньше коптится, меньше засоряется. Чтобы оно было всегда чистое, надо желательно топить либо березой, либо дубом. Можно топить осиной. Елкой, сосной лучше не топить, они смоленистые, будет всегда стекло коптиться. Что касается самого металла печи, она выполнена из 5-миллиметровой жаропрочной стали. Печь не ведет при сильном нагреве, но не рекомендуется топить углем. Дрова, бурый уголь можно использовать. Иначе, конечно, стекло треснет. Дополнительно под саму печь, так как пол деревянный, мы вложили двойной лист минерита и керамическую плитку напольную. Но, в принципе, в этой модели от поддувала до края пола примерно 30 сантиметров. Соответственно, сам низ у печи он холодный. То есть, в любом случае изоляция пола должна быть под печкой. Лучше сделать двойную, чем кто-то делает. Некоторые фирмы устанавливают эти камины просто на металлические листы.
Что касается, опять же, стекла, если оно у вас засоряется, то прочищается специальными средствами для чистки каменных стекол. Когда стекло холодное, именно не работает, наносится и протирается тряпкой. Стекло будет всегда чистое. Вот. Когда в самой печке достаточно много золы внутри и в самом зольном ящике, это говорит о том, что дрова либо сырые, либо плохого качества. То есть, когда дрова хорошие, они практически полностью выгорают, и золы остается здесь немного. Но, скорее всего, здесь мы использовали сырые дрова, поэтому здесь и образовалась только сажа. Что касается шамотного кирпича, который футирован внутри, он не идет на гарантию, поэтому если он трескается, трескается практически во всех печах и каминах, которые футированы, на гарантию не идет. Вы можете всегда в любой момент снять его и купить отдельно. Он стоит недорого, один кирпич в районе 50-60 рублей. Стекло Robox, фирма японская, толщина 5 мм, термостойкая, выдерживает температуру 750 градусов. Плюс на самой дверке идет уплотнительный шнур. Он не дает поступать лишнему кислороду, когда дверка закрыта в процессе горения. Если хотите установить себе компактную небольшую печь на даче, пожалуйста, можно именно рассмотреть вот такой вариант. Среди угловых каминов достаточно популярный, примерно идет на втором, на третьем месте. Из недорогих идет, в принципе, даже на первом. Модель достаточно старая, себя очень хорошо зарекомендовала. В принципе, таких моделей установили мы очень много. Что еще можно добавить? Диаметр дымохода здесь 150, подключение дымохода только верхнее. В вариантах каминов Мета, группы Мета, когда камины идут пристенные, либо пристенно-угловые, у них подключение дымохода идет универсально, либо сверху, либо сзади. Вот. Что касается панелей нечихи, декоративный гранит, вы можете посмотреть тоже на нашем сайте. Экологически они безопасны, чисто, не содержат асбеста и вредных примесей. Со временем они не выгорают, не портятся, не выцветают. Их также можно использовать на фасад здания. Толщина их идет от 14 и 16-18 мм присутствует. Клиенты довольны. Всем, кто захочет обратиться к нам за установкой, пожалуйста, звоните, мы вам установим быстро и качественно. Спасибо.